Приветствую всех на канале со сложным названием. У автокорпорации Dongfeng появился собственный крупный кроссовер с доступным в нескольких комплектациях 7-местным салоном. И стоит сказать, что у этой модели сложная судьба. Первый образец, причем готовый к серийному выпуску, был представлен под именем Joyr X7 еще в далеком 2017 году. Но потом кроссоверу сменили оформление передней части, полностью перекроили салон, а вдобавок дважды сменили название. Например, летом 2018 года машину показывали на выставках под именем Ford Fiend T7. Но финальная версия дебютировала на авторынке как Dongfeng Ford Fiend T5L, и спустя чуть более года она претерпела свой первый фейслифтинг. 21 мая 2021 года в продажу выпустили еще одну версию, которая оказалась самой дорогой в гамме. Изменения ее толком-то и не коснулись, если не считать более продвинутую начинку салона и расширенный опционал. Ну а теперь обо всем поподробнее. 7-местная новинка, которая, кстати, по-прежнему доступна с 5-местной раскладкой в нескольких комплектациях, получила внушительные габариты. Длина составила 4780 мм, ширина достигла 1872 мм, а высота 1760 мм. Размер колесной базы остановился на отметке в 2720 мм. Радует и минимальный дорожный просвет, он насчитывает 195 мм. Объем багажника может составлять от 240 до 2370 литров. Максимальная вместительность достигается путем складывания заднего ряда сидений. Объем бака, можно сказать, стандартный. Он позволяет залить до 55 литров горючего. Снаряженная масса насчитывает 1590 либо 1665 кг в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащается 18 или 19-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами размером 215 на 55 R18 и 225 на 55 R19 соответственно. Ну а теперь немного о дизайне. Представленный кроссовер, как две капли воды, похож на ближайшего соседа по модельному ряду, но это абсолютно не мешает китайцам позиционировать его как новую модель. Главным преимуществом его внешности создатели относят модную переднюю часть гигантских размеров, в которой весь нос занимает крупногабаритная конструкция, состоящая из нескольких элементов. Не менее примечательной верхняя часть, где расположилась головная оптика квадратной формы, плавно переходящая в радиаторную решетку и объединенная с ней единым хромированным элементом. Обилие хрома прослеживается и на прямоугольной перфорации решетки кроссовера. Задняя часть срезана практически под прямым углом. Если передняя часть хоть как-то замаскирована под европейца, то сзади наблюдается типичный представитель Поднебесной. Топорные линии и откровенно дешевые материалы задней оптики полностью убивают идею создания массового автомобиля с намеком на его премиальность. Что касается салона, то вполне неплох, особенно это касается опционала. Уже в базовой комплектации есть виртуальные приборы с 3 режимами отображения и 12-дюймовый вертикальный планшет медиасистемы, в которой также зашито управление климат-контролем и другими функциями автомобиля. Из опций предусмотрены кожаный салон, электропривод передних сидений и стеклянная крыша. Автомобиль может похвастаться изобилием систем безопасности и помощи при вождении, причем уже в минимальной версии. Силовая установка авто представлена единственным двигателем. Это рядный 4-цилиндровый турбомотор объемом в 1,5 литра. Мощность его достигает 156 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент остановился на отметке в 230 ньютон-метров. На пару с этим двигателем работает безальтернативная 6-ступенчатая механическая коробка передач. Такой тандем позволяет машине набирать максимальную скорость в 160 км в час и разгоняться со старта до сотни за 9,5 секунд. Расход топлива в смешанном режиме составляет 7,8 или 7,9 литров на сотню в зависимости от комплектации. Привод только передний, подвеска независимая, представленная спереди стойками Макферсон, а сзади многорычажной. Тормоза с обеих сторон дисковые, а стояночный тормоз электрический во всех модификациях. Цены на новый T5L стартуют с $17 тысяч. Столько просит за базовую модификацию с 5-местной раскладкой. 7-местный вариант в базе оценивается уже в $17 500, а топовую версию в максимальной комплектации можно приобрести за $21 675. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также пишите комментарии о данном автомобиле. Всем пока!